Всем здорово, чуваки! Не так давно мы переехали на новое помещение, в котором сделали ремонт сами. И у нас было очень мало времени на то, чтобы сделать этот ремонт, переехать, еще снимать для вас видеоролики. И для того, чтобы максимально сэкономить время, нам пришлось пользоваться некоторыми лайфхаками, которыми я прямо сейчас с вами поделюсь. А именно, я бы хотел рассказать вам про некоторые фишки, связанные с обыкновенной строительной рулеткой. Возможно, вы думаете, что вы все про нее знаете, но лично я, когда раньше ей пользовался, максимум, что я делал, это замерял какое-нибудь расстояние. Но на самом деле в ней скрывается гораздо больше возможностей, чем вы думаете. Ребята, я знаю, что вы очень забывчивы. Вы спросите, откуда я это знаю? Да потому что до сих пор 55% людей не подписаны на наш канал. А ведь пока я вам все это говорю, вы бы уже давно спустились под это видео, нашли красную кнопку подписаться, нажали на нее, сделали ее серой и стали бы нашим подписчиком. Но если ты подписан, ты красавчик. Во время ремонта мы часто оставляли где-нибудь карандаш и просто потом не могли его найти. Поэтому нам проще было взять какой-нибудь саморез и делать следующим образом. Мы брали рулетку, отмеряли какое-нибудь расстояние, например, 10 сантиметров, и делали засечку этим саморезом. И то же самое делали в другом месте. Потом брали какую-нибудь линейку, приставляли к этим засечкам и царапали линию. На все эти действия у меня сейчас ушло примерно 10-15 секунд, но все можно было сделать гораздо быстрее при помощи всего лишь одной рулетки. Можно было отмерить это расстояние рулеткой, зафиксировать его, приставить рулетку к краю доски и вот этой частью царапать по самой доске. Ну слушайте, получилось довольно ровно. В таком случае я потратил всего 4 секунды, и это в 3 раза быстрее. Но если все-таки у вас под рукой оказался карандаш, то же самое можно сделать и с ним. Отмерять какое-то расстояние рулеткой, прикладываем эту рулетку к краю доски, также прикладываем карандаш сюда и чертим. Идеально ровная линия. Ну и естественно, в таком случае карандаш лучше видно. Также у нас были случаи, когда нам нужно было вырезать идеально ровный круг под батарею. Но естественно, у нас нет никакого циркуля и нет никакого круглого предмета нужного нам диаметра. Но зато у нас есть рулетка, которая поможет нам решить эту проблему. Берем саморез и вкручиваем его отверткой. Отмеряем примерный радиус, фиксируем его. Приставляем рулетку к саморезу, а карандаш к началу рулетки. И чертим окружность. Вау! Лично я, когда об этом узнал, был вообще в шоке. Это что за магия, блин? Что за супер лайфхаки какие-то? Охренеть! При помощи рулетки обыкновенный круг идеально ровный. Это настолько легко. Давайте сделаем круг поменьше. Чуть-чуть, не знаю, там сантиметров 5, например. Прикладываем и также рисуем. Идеально. Да, многие из вас скажут, что есть способ с ниткой, но это нужно отрезать определенный кусок нитки, один конец привязать к карандашу, другой привязать к саморезу и только потом чертить. И все это займет гораздо больше времени, потому что здесь у нас ушло примерно секунд 10. Но и на этом наши способы не заканчиваются. Что если я вам скажу, что есть еще один способ нарисовать круг? Он немного сложнее, но зато более точный. Для этого нам понадобится термоклей. Наносим его на саму рулетку. И теперь приклеиваем карандаш таким способом, чтобы грифель был на начале рулетки. Многие наверняка замечали вот такое вот отверстие на начале самой линейки. И возможно вы задавались вопросом, для чего же все-таки это отверстие. Но я вам сейчас покажу. Смотрите, отмеряем какое-нибудь расстояние, примерно сантиметров 20. Фиксируем его и просто надеваем на тот саморез, который мы уже вкрутили. И теперь при помощи нашего карандаша мы чертим полукруг. У такого способа гораздо больше плюсов, потому что, во-первых, ваш карандаш будет всегда находиться под рукой, он приклеен к рулетке. Во-вторых, у вас получится практически идеальный круг, потому что карандаш находится четко на начале рулетки. Ну а в-третьих, вы можете убить сразу двух зайцев. То есть помимо того, что вы можете рисовать практически идеальные круги, также вы можете просто делать какие-нибудь засечки и также рисовать ровные линии. Ребята, это реально очень быстро, и вам не нужно тратить время на поиски какого-нибудь карандаша или самореза, чтобы сделать засечки, потому что у вас все под рукой. Но вы, наверное, скажете, ведь карандаш может сточиться, его нужно будет отклеивать, потом затачивать, приклеивать обратно. На самом деле никто же не мешает вам взять, например, маркер или ту же самую ручку и приклеить к рулетке. Ведь согласитесь, реально удобная штука. Если бы я раньше об этом знал, я бы за всю жизнь сэкономил примерно так дня 2. Но и на этом еще не все, ребята. Наверняка многие из вас сталкивались с такой проблемой, когда вам нужно измерить какое-то расстояние, в котором присутствует угол. Вот смотрите, ребята, с одной стороны приставляем рулетку к началу, а с другой стороны измеряем расстояние до угла. И вот сколько здесь? 82 сантиметра или 82,2
или 81,8, вот неизвестно. На самом деле все гораздо проще, ребята, потому что секрет кроется в самой рулетке. Как вы видите, здесь есть отметка, написано 60 мм и стрелочки по бокам. Вот как вы думаете, что это может означать? На самом деле это ширина самой рулетки, и она равна 6 сантиметрам. Давайте покажу, как это работает. С одной стороны представляем начало рулетки, а с другой стороны саму рулетку. Как мы видим, рулетка показывает 76 сантиметров. Плюсуем еще 6 сантиметров с самой рулетки и получаем 82 сантиметра. Давайте проверим, действительно ли это так. Опять же, с одной стороны представляем начало рулетки, и с другой стороны мы видим, что действительно 82 сантиметра. Но на самом деле не на каждой рулетке есть такая отметка, но с легкостью можете это исправить. Просто померьте это расстояние, напишите его на самой рулетке, чтобы не забыть, и просто потом плюсуйте это расстояние к своему замеру. Ну и еще один немаловажный способ, который лично мне безумно понравился. Наверняка каждый из вас сталкивался с такой ситуацией, когда вам нужно разделить какую-нибудь доску или какую-нибудь фанеру или еще что-то на 3, на 4 или на 5 равных частей, а то и больше. Что мы обычно для этого делаем? Мы берем рулетку и замеряем ширину нашей доски или фанеры. В данном случае у нас ширина фанеры равна 42 сантиметра. Но для того, чтобы в нашем случае разделить этот пример на 3 равные части, кто-то, например, будет это делать в уме, но мне вот удобнее написать где-нибудь карандашиком. То есть пишу 42, здесь троечка, 4 делить на 3, 1, 12 делить на 3, 4. Получается, ширина одной части будет равна 14 сантиметрам. Но, блин, ребята, это долго, это очень долго. Вы представьте, если ширина фанеры у нас будет 77 сантиметров, например. Ее же будет тяжело делить на 3, а то на 4 или на 5. Но на самом деле здесь все гораздо проще и легче, чем вы думаете. Нам нужно взять какую-нибудь цифру, которая очень легко делится на 3 и при этом больше, чем ширина нашей фанеры. Например, 60. Располагаем рулетку по диагонали так, чтобы начало рулетки было на одном краю фанеры, а цифра 60 на другом. Но если мы поделим сейчас 60 сантиметров на 3, мы поймем, что через каждые 20 сантиметров у нас должна быть отметка. А сейчас давайте узнаем, действительно ли расстояние до отметки 14 сантиметров. Берем рулетку и прикладываем, смотрим, и реально 14. Слушайте, ну это какая-то магия, действительно работает и ускоряет процесс. Осталось только прочертить линии, и 3 равных куска готовы. Ну и в качестве бонуса я бы хотел рассказать про еще одну фишку. Она довольно простая, но возможно вам пригодится. Вот как вы думаете, как можно поделить кусок пополам, при этом не делая никаких расчетов? Все очень просто. Мы отмеряем, например, вот длину нашего шкафа. Она равна 854 миллиметрам. Теперь фиксируем рулетку, берем ее начало и прикладываем к получившейся отметке 854. Зажимаем ее вот так вот пальцами. И видим, что половина этого расстояния равна 427 миллиметров. И если бы не эти лайфхаки, ребята, то мы бы делали в нашем помещении ремонт гораздо дольше. Но если вам эти лайфхаки понравились, обязательно ставьте много-много лайков под этим видео, подписывайтесь, не забывайте про это, и всем пока!